Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Телец. Мы коснемся сферы любви, отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы получим совет, предупреждение от Таро, советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Тельцы, вторая половина октября. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в начале этих 15 дней. Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личной жизни? Первая карта. У кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. Смотри, какая карта выпадет. На дне колоды у вас шут. Но вообще у вас очень много перемен. И по картам очень много каких-то официальных документов, сделок, договоров. Да, шут – это новое начало. Это обнуление жизни. Это когда мы стоим перед выбором какого-то нового пути. Это может быть профессиональная сфера, отношения, какие-то ваши, может быть, личные дела, связанные с домом, с семьей. Это может быть ребенок. То есть что-то закончилось. И произошло обнуление, жизнь с чистого листа. Это может быть рождение ребенка, зачатие. Также это может быть уход с одной работы и какая-то новая сфера деятельности, новый проект. Но по шуту, как правило, это что-то для вас еще пока не изученное. Может быть, это вы еще не сталкивались с такой работой. Здесь как бы или испытательный срок, или еще нужно набираться знаний и опыта. Тем более у вас в начале 15 дней ложится тройка пентаклей. Это может быть профобучение, это может быть сдача каких-то тестов, экзаменов. У кого-то может быть переезд. Да, покупка недвижимости. Я говорю, тут очень много сделок. А это может быть переезд с места там, где вы живете, а может быть переезд в другую страну или в другой город, ну куда-то далеко. Так, хорошо, сейчас мы посмотрим. Также это может быть вопросы, связанные с ребенком. Сюрприз, неожиданность, тельцы, вторая половина октября. Да, смотрите, вот как сюрприз, неожиданность. Здесь карта лиса может показывать работу. И восьмерка кубков говорит, возможно, вы в своем бизнесе или в каких-то проектах, ну или это совсем плохо, медленно развивалось, или вы зашли в тупик. Здесь вы что-то заканчиваете. Конечно, вот эти карты могут говорить об уходе с работы. Может быть, вам обещали продвижение по карьерной лестнице, но вот здесь башня говорит, может быть, был какой-то обман. И вот крест говорит, что вы наконец ставите точку. Вот еще по этой десятке мечей. То есть, может быть, вам обещали какие-то карьерные ваши амбиции удовлетворить. Может быть, вы хотели продвинуться по карьерной лестнице или вот реализоваться как специалист. Ну, конечно, это не для всех, потому что все-таки это сюрприз. Кто-то заканчивает одну работу. Может быть, вы на кого-то работали, а сейчас принимаете решение, все, больше не хочу ни от кого зависеть, я хочу свободы. Я хочу работать только на себя. Также это может быть для тех, кто ищет работу. Здесь у вас какие-то слом мировоззрения. То есть вы понимаете, что только как специалист
как индивидуалист, вы можете наконец-то, ну, заработать. Может быть, давно хотели заняться какой-то своей деятельностью, но понимали, что мало опыта. Ну, сейчас вы это решите. Здесь лиса, конечно, может говорить, что был какой-то обман в семье, и вы этот обман наконец-то или раскроете, или прекратите. Если у кого-то здесь были проблемы со здоровьем, здесь карта вам советует, скорее всего, вам поставили неправильный диагноз. Вот у нас в конце октября ложится королева мечей. Это может быть врач. Мы ее сейчас уточним, но вот эти карты говорят, что, скорее всего, есть какой-то неправильно поставленный диагноз. То есть не надейтесь только на одного специалиста, а еще где-то проконсультируйтесь. Ну, мы сейчас к этому дойдем. Хорошо, в начале этих 15 дней тройка пентаклей. Да, здесь у кого-то могут быть какие-то экзамены, может быть продвижение по карьерной лестнице. Вот здесь для тех, кто работает, или получение какого-то крупного заказа, может быть даже государственного. Но прежде чем вы подпишете эти документы, вас будет кто-то оценивать, сможете ли вы этот проект воплотить, хватает ли у вас умения, знания. Также может быть это назначение, но прежде вам нужно будет пройти тестирование. То есть вас повышают в должности, но, может быть, отправят на какие-то курсы. Или здесь сдача одного крупного проекта и начало следующего. А тройка всегда показывает работу в команде. Да, это может касаться, например, вашей личной жизни. Здесь, может быть, ваши отношения переходят на более стабильный уровень, вы преодолеваете какие-то трудности. Трудности могут быть и житейские, также это может быть, когда вот наши характеры притираются. Еще это карта хорошей торговли. Здесь вы что-то покупаете. Вот по рыцарю Пентаклей это может быть что-то связано с земля, недвижимость, может быть автомобиль. Если вы здесь что-то покупаете, торгуйтесь, есть шанс сбить цену. Если вы покупаете, например, дом, БУ, да, то есть вот, или построенный не вами, или БУ автомобиль, здесь вам советуют отвести этот автомобиль на диагностику тем людям, которым вы доверяете, ну, чтобы они его проверили. А если вы дом покупаете, то опять пригласите кого-то. Пусть человек вот, посторонний, какой-то эксперт, строитель, ну, наймите, деньги потратите. Но пусть он досконально проверит вот эту недвижимость, которую вы покупаете. Вот для тех, кто работает, у нас здесь тройка и здесь тройка. Да, вот может быть вы ищете работу на кого-то, а потом принимаете решение, вас, например, кто-то приглашает. Это, конечно, может быть создание семейного бизнеса. Или кто-то из близких, друзей вас приглашает, давай вместе вот что-то будем делать. То есть вы здесь полностью меняете свое направление поиска работы. Да, может быть, карта говорит, и поиск работы затянулся. То есть это вот десятка, это уже все, это дно. Ну, радует то, что уже дальше падать некуда, хуже уже не будет. Может быть, предлагают вам куда-то уехать. То есть вот восьмерка говорит, если там, где вы есть, не можете вы как специалист найти себя, да, ну, подумайте о том, что, может быть, или поменять направленность того, что вы ищете, или куда-то уехать. Может быть, вас кто-то приглашает. Ну, тут я говорю, или кто-то из членов семьи, друзья, или, может быть, вы вообще собираетесь уезжать всей семьей на заработки. Потому что рыцарь Пентаклей – это не только покупка недвижимости, это еще может быть поездка с целью заработать куда-то в другое место. Давайте мы уточним рыцаря Пентаклей. Конечно, эта карта ваша ложится. Но мы смотрим на любовь и отношения. Здесь решение каких-то дел, связанных с недвижимостью, финансами, бизнесом, работой или вашими вложениями. Да, кто-то, может быть, собирается уезжать. Вот вы планируете, да. Вот там, где я нахожусь, есть у меня уже что-то. Ну, недвижимость, может быть, собственность какая-то, друзья. Может быть, и работа есть, но она меня уже не устраивает. Вот меня тянет куда-то в дальние дали. Ну, он держит земной шар. Это может быть, конечно, и целью переехать в другой город, но я больше думаю, другая страна.
Может быть, вы реально вот ждете в конце октября, вы получаете официальные документы. Это может быть приглашение на работу, виза, может быть, документы на иммиграцию, может быть, вы уже давно это планировали. Конечно, вот как по восьмерке, здесь может быть кто-то один пока уезжает из семьи. Один человек уезжает. То есть он там обоснуется, снимет жилье, потом, может быть, приедет вся семья. Или вы просто едете на заработки. То есть крест говорит, может быть, вы по работе очень долго что-то ждали. Ну, вот с тем, может быть, что связано в мире, очень долго тянулся этот процесс. Вот крест говорит, наконец-то все это заканчивается. Дайте я вот одну карту здесь около креста уточню. Да, выглядывает у вас солнце. То есть вот этот вопрос, который очень долго тянулся, наконец-то в нем появляется ясность. Кто-то находит работу, но вот по кресту это вот совсем прям, тут даже вам решиться на это надо. Или вы что-то заканчиваете, начинаете, вот опять же, солнце это признание, это реализация в творчестве, это когда мы показываем свои таланты, то, что мы умеем. Может быть, это реальная индивидуальная деятельность. Если вы здесь что-то покупаете, это просто выбор. То есть, как бы и есть желание купить участок земли, но вот будете выбирать, но, скорее всего, в конце октября вы уже определитесь с этим выбором, потому что королева мечей может показывать подписание документов. Это может быть сделка там, через юристов. Сейчас я еще одну карту достану. Ну, вы избирательны, вот вы ищете вот то, что вы хотите, а не то, что, может быть, вам предлагают. Есть какие-то варианты, но они вас не устраивают. Конечно, четверка еще иногда говорит, когда человек уже опустил руки и думает, ну, наверное, ничего я не куплю. Все, что предлагают, какая-то полная фигня. Так, сейчас. Искать надо. Да, пятерка говорит, ваше активное действие. И если вы что-то находите, опять карта говорит, торгуйтесь. Может быть, разочарование из-за чего. И недвижимость там, или земля понравилась, но цена какая-то неподъемная. Торгуйтесь. Мы эту королеву еще уточним в конце. Потому что восьмерка может также говорить просто о переезде, смене места жительства. А может быть, еще пятерка говорит, что вы в своей семье никак не договоритесь, что именно вы хотите. Может быть, у вас, например, меня женщина смотрит, с супругом у вас, может быть, разные взгляды. Он хочет одно, вы хотите другое. Это вот здесь диспуты и споры по поводу возможности прийти к общему знаменателю. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, старший аркан Иерофант. Конечно, карта говорит о вере. Дайте я сразу ее уточню. Она вам говорит, если вы долго ищете, вот солнце уже у вас на пороге. Тут вот в семье какой-то еще может быть обман. Знаете, может быть, вы с кем-то познакомились, человек вам звонил, а кто-то из семейных, ну не знаю, написал от вашего имени какое-то сообщение, что вы не хотите с этим человеком встречаться. Так, давайте мы Иерофанта уточним. Может быть, карта показывает другую страну, другую веру. Вот у вас может быть раскрытие какой-то лжи. Вот как сразу шла эта информация. И с кем-то вы очень остро будете выяснять отношения. Вот до ссоры, до конфликта. И, может быть, даже разругаетесь в пух и прах. Я говорю, вот поймаете какого-то из вашей семьи, и вы полностью прекратите отношения с этим человеком. Может быть, конечно, еще Иерофант показывает, что вы познакомитесь, но родители не примут ваш выбор. Но это ваша вторая половинка. Да, поэтому смотрите, конечно, это может быть еще знакомство, как я сказала, может быть через интернет. То есть вот заканчивается у вас период одиночества, но человек где-то от вас далеко. Может быть, это представитель воздушной стихии, и человек будет очень напорист. Но и влюбленность здесь будет, и притяжение, и страсть. Конечно, еще карты могут показывать и человека несвободного, который обременен какими-то обязательствами.
Ну вот смотрите, обязательства могут быть в виде родителей. Или там, может быть, мужчины меня смотрят, с женщиной вы познакомитесь, может быть, у нее есть дети, родители. То есть вот какая-то ответственность будет. Но вот что-то такое в семье, то ли в вашей, то ли вот с кем вы познакомитесь, что-то будет какая-то... То есть вот карта говорит, будьте аккуратны с людьми в семье, которые вас окружают. Вот могут они что-то сделать, конечно, все это выйдет наружу, потому что по кресту это обязательно все вскроется. Но вы можете с кем-то вот разругаться. Но карта говорит, что вы на пороге любви. Да, если человек женат, так, сейчас, или замужем. Да, здесь или попасть в любовный треугольник, здесь масса вариантов. Или попасть в любовный треугольник, вот, или это реально вот вы чувствуете себя жертвой, что-то произойдет здесь. Или здесь карты говорят, любовь-то придет, страсть придет, но невозможно встретиться, потому что человек в другой стране. Но у нас солнце 2 раза повторилось, все это решится. Вот тут и 10 кубков. То есть вы с этим человеком создадите, да, вы на пороге новой любви, причем этот человек, с которым вы создадите крепкую семью. Ну, через какие-то трудности вы пройдете. Ну, когда у нас есть общий враг, то это нас еще больше сближает, когда мы дружим против кого-то. Ну, карты вас предупредили, конечно, это не у всех эта ситуация проиграется. Но в любом случае у вас ложится солнце. Ясность в этот вопрос вы внесете и станете счастливым человеком. Но по солнцу вам вот здесь нужно, если человек далеко, вам нужно просто набраться смелости. Тогда вы свое счастье не упустите. Да, вот может быть нужно будет уехать, вот, например, женщина меня смотрит, у вас есть там родители, дети, но вам нужно будет все равно съездить и познакомиться вот в реальности. Так, работа, карьера, бизнес, старший аркан справедливость, здесь или какое-то назначение. То есть это подписание каких-то официальных бумаг. Это может быть продвижение по карьерной лестнице, у вас назначение новое. Также, если вы на себя работаете, здесь может быть, вот как я говорила, сдача одного проекта и заключение крупной сделки. Может быть, это какой-то заказ, как я говорила, связанный с государственными деньгами. Тут совсем другие возможности. Также это может быть подписание каких-то соглашений. Но опять, смотрите, если вы что-то официально подписываете, может быть, вот все-таки и в совет вам ложится, по работе особенно, да, вот чтобы не было никаких трудностей, вам нужно будет с кем-то проконсультироваться, скорее всего, с юристом. Но для тех, кто в поиске, здесь перемены. Здесь может быть или смена вообще поиска, или здесь выход вот из этой тяжести, когда у нас вот эта 10 мечей и вообще полная безнадега. Здесь шут, здесь говорю, или уехать, или что-то новое. Обучаться, новые сферы, получать знания, опыт. Но это приведет вас к реализации, может быть, как творческая единица, или это карьерные какие-то карьерные амбиции ваши. Ну, 10 может быть говорит, что вы или начнете собственный бизнес семейный, или вы вольетесь в какую-то команду, может быть, это также частный бизнес или какая-то крупная корпорация. Ну, там будут хорошие отношения с коллективом, работа вам будет нравиться. Ну и дом полная чаша. Почему ложится башня? Да, башня может говорить, это покупка недвижимости, это траты на переезд. Но еще это, то есть закрывается один канал, вот кто-то уходит с работы. Сейчас мы уточним, что у нас открывается. Известия какие-то. Так, сейчас. Здесь еще вот из семьи может что-то идти. Кто-то в семье может... Почему ложь-то была? Может быть, кто-то что-то потратит, и вы об этом узнаете. Да, сейчас. Еще это траты на обучение. Это еще сбор информации, работа с документами и заключение партнерства. Партнерство может быть договор купли-продажи. Опять по пажу. Карта говорит, заключайте какие-то сделки, будь то по работе, по недвижимости. Паж – это ваши знания
в юриспруденции, а вам нужна королева. Это специалист уже высокого уровня. То есть не надейтесь тут на свои знания, все-таки кого-то привлеките. Ну и двойка — это подписание договоров, сделок, контрактов, партнерства, но с юридической подоплекой. Даже если какой-то друг, с кем вы здесь заключаете, все равно все должно быть официально, не на словах. То есть здесь как бы закрывается один канал, начинается следующий. Ну а кто-то здесь, может быть, находит работу или здесь известие о повышении, например. Но башня всегда это что-то рушится. Это вот мы от чего-то отказываемся. То ли мы уходим с работы, да, раньше она нам нравилась, и нам приносила и удовольствие, и прибыль, но что-то здесь нету развития, или, может быть, надоело вам этим заниматься, и вы решаете куда-то уйти. Какое-то новое предложение, на этой работе вы ставите крест, или на этом бизнесе. Хорошо, и конец октября, ложится королева мечей. Если карта показывает вас, что вы будете действовать как королева мечей, карта говорит, если вы вот до сегодняшнего момента чувствовали себя стесненными, зависимыми от кого-то, от чего-то, то вот в конце октября у вас будет меч, и с вашей решительностью вы можете это из своей жизни как бы отсечь, избавиться от этого, освободиться. Это может касаться чего угодно, но в позиции, например, работы, то есть, может быть, вы работали раньше на кого-то, а сейчас вы понимаете, все, я хочу только на себя. Вот независимая королева мечей. То есть, да, вот сколько заработаю, столько и полопаю, но никто надо мной не будет стоять. Но если карта показывает не вас, то она может говорить, что вам нужен будет специалист высокого уровня, который поможет вам разобраться в каких-то вопросах. Тут еще вот тройка говорит, что здесь самое главное — обращайте внимание на какие-то мелочи. Вот можете что-то упустить. Вот для этого вам и нужно будет, например, юриста. А для кого здесь проблемы со здоровьем? Карта говорит, ищите другого врача, который поставит вам диагноз, внесет ясность. И, ну, знаете, вот бывает, прям скажет им какое-то: все, завтра ты помрешь. А человек посмотрит: да ладно, тут вообще ничего серьезного. То есть, ну, солнце говорит о том, что, наоборот, вот этот вот какой-то крест, который над вами навис, он уйдет. Поэтому никогда не полагаемся на диагноз одного врача. Всегда все перепроверяем. Ну, давайте мы одну карту на нее положим. У кого-то, если были проблемы с зачатием, то то же самое нужно искать хорошего гинеколога. Потому что все-таки ребенок у нас здесь лег. Так, королева мечей. Ну, какие-то она вам... Тут от нее то ли какие-то предложения, то ли какие-то приятные новости. Я говорю, здесь может быть известие о зачатии. Но это, как правило, женщина. Может быть, вы ЭКО сделаете, если это касается ребенка. Если это касается какой-то поездки, переезда, каких-то документов, которые вы ждали, то вы получаете новости. Но карта показывает пока новости. Самой дороги-то мы пока не видим. Скорее всего, это будет в ноябре. Ну, тут эта новость выведет вас из каких-то страхов, что мне ничего не получится, что меня ждет провал, или просто вы эти мысли вот крутите барабан. Тут карта говорит, да, спрашивайте, консультируйтесь у кого-то, который вас выведет из этих кошмаров. Ну, а восьмерка говорит, откажитесь от чего-то привычного, то, что вас больше не устраивает. Это, конечно, может касаться работы, вашего местонахождения, отношений для кого-то. И идите к каким-то новым берегам, новым возможностям. Хорошо, давайте получим для вас совет. Африканского оракула, тельцы. Вторая половина октября. Совет для тельцов. Это жезл перевернутый. Сейчас. Ваши энергии сейчас направлены в неверном направлении.
проявляясь такими способами, которые скорее омертвляют, чем оживляют вас и вашу жизнь. Обдумайте свою стратегию еще раз. Так, хорошо. И еще у нас совет от оракула. Королева Луны, Тельцы, вторая половина октября. Ханге — это голод, это жажда. И мы здесь видим, что здесь полнолуние. Нет, карта говорит, питайте и взращивайте в своей душе добро и надежду. Всегда у нас бывает в жизни период недостатка чего-то, и, как правило, страстное желание это получить. Но оно обязательно к вам придет. Но самое главное, не позволяйте вот этому голоду, что я вот хочу сейчас и сразу, слепо подчинять вас вот этому желанию. Все будет. Самое главное, наберитесь терпения. Хорошо. И давайте посмотрим маятник для тельцов. Так, что нам скажет маятник? Что нам скажет маятник для тельцов? Вторая половина октября. Маятник, ответь, пожалуйста, на запрос тельцов. Да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Вторая половина октября. Вообще, конечно, ответ да, но вот он то туда, то сюда. Здесь какие-то ваши колебания могут помешать, чтобы это исполнилось или осуществилось. Поэтому убирайте сомнения, все у вас получится. Так у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего.